Всех таксистов и каршеринг срочно пересаживают на АвтоВАЗ. Цены на поездки улетят в космос. А кто не берет лады, отбирают лицензию. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Дзен, Рутуб, ВК и Телеграм-каналы. С недавнего времени вступил в силу новый закон, касающийся допуска автомобилей в сферу такси. В соответствии с ним, чтобы машина могла попасть в реестр такси, необходимо выполнение одного из двух условий. Либо автомобиль должен набирать 3200 баллов по шкале локализации, либо он должен быть произведен в рамках специнвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Документ прошел Госдуму во втором и третьем чтениях сразу, без длительных разбирательств, несмотря на волну негодования со стороны самих таксистов, замечания от общественников, критику в правительственных кругах и озабоченность пассажиров потенциальным ростом цен на поездки. Закон о компенсации у воров и коррупционеров 30 лет принять не могут. А тут раз и закон готов за полдня. Чиновники, депутаты и министры уже пересели на ведра с болтами? Нет, уж сколько ни пытались их пересадить на отечественные авто, все никак. Как-то не патриотично выходит. Согласно новым правилам, начиная с марта следующего года, только автомобили, соответствующие уровню локализации в 3200 баллов, смогут получить разрешение на работу в такси. На данный момент этот порог преодолевает только машины АвтоВАЗа. Аналитический центр при правительстве подсчитал, что такое нововведение может обернуться убытками для рынка такси на сумму около 300 миллиардов рублей. Столь серьезные потери связаны с необходимостью масштабного обновления автопарка по новым стандартам. По предварительным оценкам, около половины действующих водителей, более 500 тысяч человек, могут лишиться возможности продолжать работу. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hotcar Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hotcar берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ. А мы идем дальше. Бизнес FM поинтересовался мнением самих водителей такси по поводу нового закона, а также спросила, как они видят возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Таксист из Краснодара Егор, автор телеграм-канала про такси, воспринял новость резко негативно. Он считает, что это удар по всей отрасли. Если в сегменте эконом-класса еще можно использовать такие машины, как Гранта и Веста, то для комфорт-класса просто нет подходящих вариантов. Он поясняет, что в Москве, например, в тарифе эконом нередко используются китайские и корейские автомобили, которые превосходят отечественные по уровню комфорта, а в классе комфорт и вовсе используются машины выше классом. Из продукции АвтоВАЗа сюда формально может подойти только Лада Аура, но ее цена почти в 3 миллиона рублей. И то, что мы сообщали ранее о скидке и цене в 2 миллиона 100 тысяч, на таксистов не распространяется. При этом, несмотря на удлиненный кузов, по ширине она не отличается от обычной Весты. А любой Черри, например популярный Ариза, оказывается просторнее и дешевле. Проблему Егор видит не только в ограничении модельного ряда, но и в том, что у водителей будет все меньше шансов сохранить разрешение на работу. Достаточно получить несколько штрафов и машину исключат из реестра. А со следующего года поставить ее обратно уже не получится. Таксисты работают на том, что у них есть.
И просто купить новый автомобиль под новые требования в нынешних условиях не выйдет. Значит, услуги такси подорожают. Он уверен, что этот закон продавливается в интересах АвтоВАЗа. Вместо того, чтобы сделать автомобили доступнее, завод пошел через администрированное давление. Итог – дорогие и не самые качественные машины. Таксист Павел из Москвы, работающий в этой сфере уже 10 лет, также высказался о возможных последствиях. Он говорит, что лично, скорее всего, согласится на покупку автомобиля, если это будет обязательным условием продолжения работы. Но при этом уверен, что большая часть его коллег воспримет ситуацию болезненно. Многие таксопарки вложились в китайские автомобили, теперь их, возможно, придется возвращать в лизинг и искать им замену в виде моделей от АвтоВАЗа. Павел надеется на поддержку со стороны государства. Если водителям позволят приобретать отечественные машины в беспроцентную рассрочку, по схеме работаешь, значит тебе дают авто без банковских процентов. Тогда еще можно будет с этим как-то жить. Но если банки будут предлагать кредиты под 30% годовых, никто не выдержит. Леонид, еще один представитель профессии, отмечает, что сама идея использовать в такси машины, произведенные в России, выглядит логично. Но на практике это оборачивается трудностями. Низкое качество сборки, дорогие запчасти, низкий ресурс. Он отмечает, что сейчас, если китайские и корейские автомобили стоят немного дороже, они позволяют отъездить 150-200 тысяч километров без серьезных поломок. С отечественными машинами такого не получится. Они чаще требуют ремонта, быстрее выходят из строя. Он предложил смягчить требования по локализации, чтобы в реестр такси могли попасть хотя бы такие модели, как Haval Jolion или F7, которые собираются на территории России. По его мнению, такие автомобили тоже вполне поддерживают российскую экономику. Возможно, в регионах отечественные машины и будут востребованы, но в крупных городах вроде Москвы или Петербурга вряд ли. Отдельно стоит отметить заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он заявил, что никто не будет заставлять самозанятых водителей такси пересаживаться на отечественные автомобили, пока их текущие машины продолжают находиться в нормальном состоянии. Также было поручено доработать документ с учетом замечаний от представителей отрасли и автопроизводителей. Закон теперь должен пройти рассмотрение в Совете Федерации. К локализации хотят принудить и сервисы каршеринга. Сделать отечественными машины каршеринга предложил сенатор Андрей Кутепов. Он же ранее был одним из инициаторов поправок о локализации автомобилей такси. По мнению Кутепова, уровень локализации должен быть аналогичен тому, что используется для авто, допускаемых к госзакупкам, не менее 3200 баллов из 7000. Сенатор отметил, что в прошлом году сегмент каршеринга в России вырос на 20%. При этом эта сфера не встроена в шаги правительства по насыщению рынка высоколокализированными автомобилями. По-моему, уже пора открывать какое-то министерство локализации. Таксист – последняя надежда АвтоВАЗа. А вот если заставить каждого депутата купить по 3 отечественных автомобиля, этим они спасут АвтоВАЗ. Я думаю, финансово они из-за этого не пострадают. В СССР в такси использовали автомобиль Волга, а тут ход конем. Для спасения АвтоВАЗа решили разрушить рынок такси, потерять налоги, рабочие места и потерять бизнес. Введение новых правил приведет к взлету цен и потере клиента. Немного ли? Да и низкое качество автомобилей АвтоВАЗа увеличит количество ДТП и смертность. В России земля и ресурсы принадлежат богатым, а вот родина бедным. А вы как считаете, сами депутаты пересядут на АвтоВАЗ? Напишите в комментариях. Ну и обещанная мною шутка. Рецепт. Если в тебя вцепился клещ, то помажь его йодом. Я еще клеща лечить должен? А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Дзен, Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.